Здравствуйте, наши дорогие подписчики, наши дорогие друзья. Мы опять с вами здесь, в Хургаде, с Викторией. И у нас очень интересная тема беседы сегодня. Мы хотим рассказать о том, какие люди съезжаются в Хургаду. Мы знаем, что Хургада – это такое место, где ты можешь встретить человека абсолютно любой национальности, человека абсолютно любой культуры, из разных стран. И все мы здесь съезжаемся по каким-то разным причинам, но, тем не менее, мы здесь встречаем разных людей, и хотелось бы рассказать вам об одной из категорий людей, которые также приезжают сюда, в Хургаду. Я не знаю, как назвать эту категорию людей, но вот есть такие люди, вот они неприкаянные. Вот иногда смотришь, думаешь, как человек живет, не думает о будущем, живет сегодняшним днем. В общем, каким-то образом к кому-то прилепляется. Вот знаете, есть такие рыбки, да, которые в море плавают, которые они обычно возле больших каких-то рыб или даже возле акул, их называют рыба прилипала. Вот она прилипнет к одной какой-то рыбе и плывет с ним. Потом она плавает одна, прилипнет к какой-то другой рыбе и опять плывет с ним. Вот такие вот люди встречаются в Хургаде. Вот однажды мы встретились на пляже, ну вот собираемся, мы здесь очень хорошо общаемся друг с другом. Мы люди открытые, допустим, если мы с кем-то повстречались первый раз, мы с удовольствием общаемся, спрашиваем, вы откуда приехали, как вас зовут, что вы здесь делаете, чем занимаетесь, где жили раньше, какие планы, какая работа, какая профессия. Ну, просто очень интересно узнавать друг о друге все. И вот однажды появилась на пляже незнакомая девушка, конечно, мы с ней разговорились, вроде такая приветливая, разговорчивая, мы очень обрадовались, думаю, о, классная девчонка. Как зовут? Ну, мы с Викторией люди такие приличные, поэтому имен называть не будем. В общем, вы можете встретить таких людей где угодно. Назовем ее условно Клеопатра Хургадовна. Вот такое вот у нее интересное имя. Мы с ней познакомились, и она нам стала рассказывать какие-то вещи, какие-то такие вещи разные стала рассказывать. И поначалу мы всему верили, мы люди доверчивые. Ну, человек обеспеченный, хороший, с кучей денег, много счетов, ну, всякое бывает. Жила там, переехала туда, потом жила в Шарм-эль-Шейхе, работала там на хороших работах, ей платили большую зарплату, была директором детского дома, там что-то такое, ну, короче, все в кучу. Потом стали выскакивать нестыковки, потому что когда человек, вот очень важная есть вещь. Почему я считаю, не надо врать? Потому что когда ты говоришь правду, ты говоришь то, что есть на самом деле. Когда ты врешь, ты должен запомнить, что, когда и кому ты сказал. И когда ты уже второй раз рассказываешь эту ситуацию, она у тебя не сидит в голове, поскольку этого не было. Поэтому легко можно ошибиться. Сегодня ты рассказал одному одно, завтра ты рассказал другому, потом ты перепутал людей и уже пошли какие-то нестыковки. В общем, мы насторожились, когда человек сказал, что у нее украли телефон. А перед этим мы видели этот телефон. Ну, сказать, что это трэш, это ничего не сказать. Просто очень дешевый телефон, весь побитый, какой-то весь в трещинах. Мы еще говорим, Клеопатра Хургадовна, а что это у тебя за телефон? Или ты просто на пляж его носишь, а у тебя дома нормальный есть? Ну, не потому, что просто, ну так, египтяне тоже не очень богатые люди, но все равно вот с таким телефоном ходить, ну, это очень бедный человек должен быть. И при том, что она рассказывала, какая она богатая, и что у нее такой телефон, ну, мы сначала поулыбались, посмеялись, а на следующий день она сказала, что у нее его украли. Такой телефон украли, кто позарился. Ну, в общем, так. И начались вот такие вот сказки.
телефон украли, все банковские карты, все счета, все в этом телефоне. Вот в телефоне все банковские карты, все счета. Но у меня подруга такая дотошная, она всем хочет помочь. И она стала задавать ей такие наводящие вопросы не для того, чтобы что-то у нее выпытать, а для того, чтобы знать, как лучше ей помочь. И когда она стала задавать, а как у вас, а где у вас карта, а почему у вас нету карты, почему все в телефоне, почему все в одном телефоне, как вы расплачивались, как вы выводили эти деньги. Короче, она стала путаться, и потом в конце концов психанула, она говорит, я хотела, чтобы вы мне помогли, а вы мне задаете эти дурацкие вопросы. Короче, развернулась и ушла. В следующий раз она появилась, но мы друг друга все тут знаем. Мы знаем, кто на какой пляж ходит, мы знаем, кто чем занимается, кто где живет, ну, примерно. И поэтому, когда она пошла на следующий, на другой пляж, оказалось, там была моя подруга. И она говорит, у нас у женщины у одной украли телефон. Я говорю, а какой? Слушай, случайно не у Клеопатры Хургадовны? Она говорит, да, вот у нее эта женщина, у нее украли прямо... Мы все плавали, у нее в этот момент украли. Я говорю, как, не вчера, не позавчера? Она говорит, нет, вот прямо тогда, когда она с нами была. Короче, все в кучу смешалось. Потом на третьем пляже то же самое повторили. Мы поняли, что это что-то не то. Какой-то развод. Мы не поняли, в чем развод, потому что никто из нас не тянулся ей помогать с деньгами. Человек обеспеченный. И, ну, как нам объяснили, что мы ей могли сделать? Новый телефон купить или еще что-то? Потом смотрим, то она с одним мужчиной, то она с другим мужчиной, то она жалуется, что этот жадный, что этот, что он хочет, что он ей не то блюдо купил. Ну, там что-то такое. Думаю, так это не простая, это какая-то шарлотка, наверное. Ну, есть тут одно арабское слово, мы не говорим его. Но есть такое слово «шарлотка», которым мы его заменяем. Ну и вот это, как оказалось впоследствии, и есть шарлотка, которая живет за счет мужчин. Она выискивает себе обеспеченных мужчин, потом как-то живет за его счет. Ну и, может быть, как-то он снабжает ее деньгами, или не знаю, здесь как бы все не разбежались, египтяне. Но встречала ее пару раз в компании одного небедного мужчины, но тот, я знаю, еще и не очень щедрый. Наш Аладдин. В общем, короче, с одним, со вторым, с третьим, с четвертым, да, тоже отметился там. Ну, в общем, так. Потом, спустя какое-то время, мы про нее уже забыли, но и она тоже, мы оказались не платежеспособные, что-то не стали ей помогать или не стали предоставлять. Потом я стала видеть объявление. Посижу с вашим ребенком, возьму вашу кошку, на вашу собаку, возьму квартиру в управление. Потом думаю, человеку негде жить, видимо, что возьмет квартиру в управление. Ну, что это значит квартира в управлении? Значит, она будет в этой квартире жить бесплатно и еще и получать деньги за то, что она типа за ней следит. Но немногие здесь как бы тоже разбежались давать совершенно незнакомому человеку свою квартиру. Квартиры обычно дают в управление тем, кто что-то может с этой квартирой сделать. Либо обустроить, либо, если она пустая, наполовину обустроенная, начать сдавать в аренду и на эти вырученные деньги до конца обустраивать квартиру. Ну, вот на таких условиях. Я, например, брала несколько квартир в управление на таких условиях. Она была наполовину оборудована, наполовину пустая, но большая. И я за то время, что я за ней смотрела и сдавала, я ее полностью обустроила. Поменяла, купила более новые кондиционеры, поменяла старые, поменяла мебель, обустроила, ну, доделала, там она была без кухни, в общем, много чего. Но обычно вот так. В квартиру управлению дают тем, кто этим уже занимается, кто знает английский и арабский, потому что это чтобы следить за кондиционерами, чтобы следить, если что-то где-то поломалось. Это нужно договориться с мастером, дождаться его, поменять. Или если
что-то, какие-то проблемы с сантехникой, поменять эти краны. Ну, в общем, это должна быть либо женщина, которая занимается, знает арабский, и у нее есть египетский муж, который может этим заняться, либо какая-то компания, уже занимающаяся недвижимостью, либо арендой, либо там ремонтами или чем-то. Ну, либо очень близкий тебе друг или знакомый. Так вот, одно время спустя, когда мы встретились, у нас есть друзья, конечно, много друзей. Один наш друг, знакомый, который сам живет за границей и приезжает сюда изредка, и у него здесь есть своя квартира, в которой он живет, и 2 квартиры или 3, которые он сдает в аренду. И когда мы с подругой к нему пришли, мы сначала встретились в кафе, пообщались, там какое-то событие отмечали. Потом на следующий день мы пришли к нему домой, и дверь, когда он открыл дверь, за его спиной стояла эта Клеопатра Хургадовна. У меня, конечно, челюсть отвисла, каким образом она сюда пролезла, каким образом она здесь оказалась. Просто такой человек, как? Вот как надо было так втесаться в доверие к человеку. В общем, потом, когда она ушла, мы его спросили, а что она у тебя здесь делает? Извини, пожалуйста, вот нескромный вопрос. Она просто мой друг, она помогает мне. Я попросила ее помочь мне посмотреть за моими квартирами, посмотреть за квартирами. Я сначала, мне, конечно, было как? Я сначала посмеялась, а потом думаю, правда, что ли? Или ты шутишь? Он говорит, да, правда, мы просто вот друзья. Я говорю, когда вы успели сдружиться, если тебя здесь не было, а ты приехал только вот 3 дня назад? Короче, они списались по интернету. Видимо, что-то она как-то втерлась ему в доверие. Вот я такая, я хорошая, я то, я сё. Думаю, вот это да. А что случится потом? Потому что человек нечистый на руку, нечистый и в поведении, и во многих вещах. Я уже не буду там подробностей, не буду рассказывать, но факт тот, что я была в недоумении, думаю, как, неужели наши парни вот такие вот они недальновидные или не могут разглядеть человека, или может быть, причем этот парень не раз обжигался, не раз уже попадался, и все время у него попадаются какие-то девушки, которые под видом того, что они что-то ему помогают, просто пользуются им. Живут в его квартире бесплатно. Потом, когда он приезжает, он узнает, ничего, никакие счета не были оплачены, куча долгов, ничего не работает, что какие-то вещи пропадали. Такой бедолага, но мне прям жалко, я даже, я просто не могу, у меня чисто физически не хватит сил, чтобы всем, помогать вот в этом вопросе. У меня своих очень много, поэтому мне бы за своими угнаться, потому что здесь постоянно нужен уход, за квартирой постоянно нужен уход. Не просто вот так вот сиди и получай деньги. Нет, чтобы получать деньги, квартира должна быть в идеальном, в хорошем состоянии. Должны хорошо работать кондиционеры, должна хорошо работать вся сантехника. Если что-то, не дай бог, сломалось, это должно быть починено в самые короткие сроки, а точнее в течение часа-получаса. То есть для всего этого нужно быть на подхвате 24 часа в сутки. Тем более, что если человек не знает языка и только приехал, непонятно откуда-то сбежал, наверное, не знаем. Есть такие ситуации, когда сегодня человек наделал делов. У нас был такой один, который насобирал у всех деньги поменять или что-то у кого-то купить. Вроде такой парень был нормальный. Вот так вот все ему доверяли. Он кому-то квартиру найдет, кому-то что-то еще. Конечно, за определенную плату. Но такой был ушлый товарищ. И вот в один момент он насобирал вот эти средства и просто испарился. А как? Он сегодня в Хургаде, а завтра он в Таиланде.
И как его поймаешь? И где его найдешь? Если ты знаешь только его имя и никнейм в Фейсбуке. И все. Телефон поменял, симку поменял, и все. Слился. Он что? Он говорил, допустим, я еду за телефонами. Собирает деньги у кого-то. Едет за телефонами. Цену называет совсем не ту, приезжает, оказывается, ты еще и должен ему, хотя ты знаешь, сколько это стоит. Он говорит, нет, это вот оригинал, там то все, ну, дурил людей. А потом одно время он собрал деньги, когда он хотел поменять. Люди хотят поменять рубли на фунты, кто-то хочет поменять фунты на рубли, кто-то хочет поменять доллары. Ну, короче, он насобирал у всех денег, у кого-то занял, у кого-то что-то, и потом просто раз и пропал с радаров. Поэтому нужно быть осторожными здесь. Хургада – это не постоянное место жительства, где ты знаешь прописку человека, и никуда он оттуда не денется. А здесь съемное жилье. Сегодня одно, завтра второе, послезавтра третье. А послезавтра ты вообще уехал в какой-то другой город или в какую-то другую страну, и тебя ищи свищи. Если у вас какие-то проблемы случились, обращайтесь к Виктории. Она знает многих людей здесь, она знает здесь все, многие знают ее. И она вам может помочь в любых каких-то вопросах. Опять же, не стесняйтесь задавать вопросы по каким-то определенным ситуациям. Если у вас какая-то возникла ситуация, и вы не знаете, как быть, обратитесь к Виктории, потому что она уже прошла тут все. Я помню, как ты с велосипедом и с полицией, и как тебя уже там боятся. Такая вот Санта-Барбара у нас бесконечная. Тут все время какие-то приключения интересные случаются. Но Виктория вышла из ситуации и в полицию обратилась, и там мужчину этого напугали. Некоторые египтяне, кстати, нехорошие египтяне, не скажу, что все, только нехорошие египтяне. Они пользуются тем, что вы иностранец или иностранка. То есть, что вы не знаете, не ориентируетесь в ценах, что вы ничего не знаете. И с вами можно делать все, что хотите. Можно вам хамить, можно у вас что-то украсть. И они думают, что мы не обратимся в полицию, потому что, ой, а как мы это сделаем? Ой, так это трудно, так это невозможно. Нет, здесь очень хорошо работает туристическая полиция. Мы можем позвонить в полицию, мы можем назначить встречу. Но когда вы обращаетесь в местную полицию, будьте готовы, что вы тоже потратите уйму времени и сил. Может быть, даже будете сидеть тоже в этом же калабуше вместе со своим обидчиком, пока они не разберутся. Поэтому, знаете, палка о двух концах. В общем, мы к чему это все рассказывали? Просто Хургада очень прекрасный город. Здесь это как Красное море. Вы когда окунаетесь туда, вы видите вот эту всю красоту. Но в этой красоте есть не только красивые рыбки, которыми можно наслаждаться, которые услаждают ваш взор, но есть и хищники, которые только ждут того, что вы зазеваетесь или вы доверитесь, и раз, и уже вас уже съели. Поэтому, конечно, будьте внимательны, когда вы общаетесь, разговариваете с людьми. В Хургаде все друг друга знают. Мы здесь все на виду. И каждый знает, кто есть кто. Поспрашивайте, если вы не уверены или не знаете. Друг у друга поспрашивайте, что этот человек из себя представляет или что тот человек из себя представляет, чтобы не попасть в ловушку к хищницам или к хищникам. Вот. Так вот красиво, так. он тебе сердечко нарисовал, и оно этой стороной, знаешь, ты поставила. Потому что тебе нарисовал, а я пью. Ага. Вот, еще я хочу смешную историю рассказать. Даже не смешную, я просто рассказать египтяне. Вот какие они египтяне. У нас был такой случай смешной. Мы продавали кондиционер. Один кондиционер в одной квартире мы просто меняли. Мы продавали старые, покупали новые, новую модель, новый кондиционер. И вот старый кондиционер
куча народу, очень много людей здесь, кондиционеры здесь страшно дорогие. Очень многие люди желают купить подержанный кондиционер в нормальном рабочем состоянии, потому что просто на новый у них не хватит денег. А погода стоит жаркая, поэтому в основном приходят египтяне. Ну и не только египтяне, приходят и иностранцы тоже, которые здесь постоянно живут. Ну вот вечер уже поздний, мы так устали, мы только вот сели, расположились, и звонок. Люди хотят посмотреть кондиционер. Я говорю: Халид, кто пойдет, ты или я? А он уже такой лежит, уже такой, почти, я смотрю, он уже почти спит. Он говорит: ну давай я скажу. Потом говорит: не, иди ты сходи. А потом решил, видимо, уточнить и спрашивает: а кто придет, мужчина или женщина? Я говорю: так, сейчас он будет меня отпускать или самому пойти? Я говорю: мужчина. А он говорит: иностранец или египтянин? Я говорю: египтянин. Он так задумался: иди ты. Я говорю: так, а что мне надо было сказать, чтобы ты сказал: ладно, я пойду? Женщина, что придет, или иностранка, или еще что-то. Перебрал все варианты, при которых вот я могла бы пойти: женщина или иностранец. Тогда ладно, ты иди. Тогда я сказала: мало того, что египтянин, так еще 3 их пришло, приехали на машине. Правда, они купили. Да, вот так получилось, что они пришли, он приехал с техниками. Эти проверили, как работает кондиционер. Этот мужчина тоже посмотрел, дал мне деньги, рассчитались, все. Ну, я пришла и говорю: Халид, вот, видишь, продался кондиционер. Но факт то, что мне было так смешно, я стала смеяться, не могла остановиться, потому что говорю: Халид, вот что мне надо было тебе сказать, чтобы ты сказал: ладно, сиди дома, я сам схожу. Ну да. Женщина-иностранка. Я говорю: ты бы сходил тогда с удовольствием. Ну, в общем, мы таки с юмором относимся. И он потом тоже посмеялся. Говорит: ну ладно, Ира, что ты, я просто устал. Ну, и он так вот, мы посмеялись, все в шутку обратили, и все получилось как нельзя кстати. В общем, еще такой один случай был интересный. Мы вообще с ним убираем квартиры сами. Вот иногда мы убираем. Или он убирает, в основном он. Или я. И тут у меня была подруга, она говорит: давай я тебе помогу. Пойдем, какая тебе квартира осталась? Я говорю: вот это вот. И люди уже скоро приедут, надо. А Халид еще спит, давай, говорю, с тобой сходим. Ну, мы пошли с ней вместе. Мы быстренько, вдвоем мы очень быстро приводим в порядок, чтобы все было красиво, чисто. Ну и, значит, муж у меня звонит, говорит: а где ты так долго? Я говорю: в квартире. Ну и сказала: квартира называется Рита. Я говорю: в Рите мы. А он говорит: а ты одна там? Я говорю: ну, да, одна, да. Говорит: мне показалось, я там слышал какие-то голоса. Я говорю: да нет, тебе показалось. Он говорит: может мне прийти? Я говорю: не надо приходить. Ну и вот так сказала, что он так: ну ладно. Ну ладно, и так вот что-то такое у него проскочило такое. Вот мы дальше сидим, через минут 10 раздается в дверь, стук в дверь. Подруга мне говорит: ой, кто это? Ну, она там переоделась, чтобы вот это убирать. Я говорю: оденься. Это, говорю, наверное, Халид. Она говорит: как Халид? Он же сказал, что не надо. Ты же ему сказал, что не надо. Я говорю: поэтому он и пришел проверить, кто и что и каким образом. Да, и стучится, а дверь мы не открываем, потому что ей надо было переодеться. Она в таком топике была, знаешь, прибираться в шортиках таких. Но она решила переодеться. Я им не открываю. Он: давай стучать еще громче. Что там? Что такое происходит? Там я с кем-то там или еще. Короче, я открываю вот так вот дверь. Она уже допереодевалась. Он заглядывает. Что? Кто там заглядывает в квартиру? Это было так забавно, это было так смешно вообще. Я ему не открываю пока. Я говорю: все. Она кричит: да, все, запускай. Его запускаем. Стал, говорит, она рассказывала мне сама, говорит, стал бегать по комнатам, по всем комнатам. Ты с Динарой, что ли? Я говорю: да, мы убираемся же, говорю. Ну ладно. И стал что-то там по потолкам смотреть и говорит: это было так смешно. Я говорю: а что ты пришел? Я же тебе сказала не приходить. Он говорит: думал, может, вам помочь чем-то нужно.
Я говорю, ну помогай, если хочешь, мы пойдем тогда, а ты оставайся, помогай. Он говорит, не-не-не, ой, мне там куда-то надо, и ушел. Это было, мы с Динарой так смеялись, она говорит, а помнишь, как он тогда прибежал? Ой, что у него было в голове, я не знаю, ну просто вот такие вот они смешные, египтяне иногда. Вот, и мне еще хочется вот просто сразу сказать, очень многие люди, многие подписчики спрашивают, почему я не веду свой канал. Вот я могла бы все вот это рассказывать и так далее, было бы интересно. Вот я хочу вам объяснить, Виктория, просто она очень много училась, очень много работает, очень много работала, нарабатывала этот опыт, чтобы делать эти каналы. Это невероятная работа. Вот то, что мы посидели, поболтали, это только верхушка айсберга. Остальное – это ее огромная работа. Она сидит, монтирует, подбирает музыку, тратит кучу времени. У нее вот эти 2 телефона. На один телефон звук, на второй телефон видео. Она вот это все собирает, соединяет. У меня просто не хватило бы ни терпения, ни времени, ни желания вот этим всем заниматься, потому что болтать может любой, я считаю, может любой. Это посидели, кофе попили, поболтали, мы разошлись, я занимаюсь своими делами, а Виктория сидит и дальше работает. Может быть, день, может быть, 2 это даже занимает эта работа. Потом это все надо загрузить, потом проверить, чтобы был нормальный звук. Ну, короче, чтобы не было там ляпов. Это нужно соединить с разных мест, что-то с разных ракурсов. В общем, вот это ее. Это ее, никто это у нее не отнимет. Поэтому Виктория для меня это пока вот самый лучший блогер, которая действительно трудяга, которая работает и занимается этим. У нее есть прекрасный опыт, хорошо у нее это получается, и пусть дальше она занимается. А я просто буду сидеть, пить кофе и просто болтать. И у меня есть основная работа, которая занимает у меня очень много времени. Вот этой работой как раз основной я и занимаюсь. Да, если вам вдруг, не забывайте, если вам нужна будет квартира, я сдаю квартиры только на короткие сроки, только 3 дня, неделя, 2-3 недели. Пишите Виктории, обращайтесь к ней, и она уже предоставит вам всю информацию. И мы тогда с вами встретимся. Все, тогда всего хорошего вам. На этом мы с вами прощаемся. Не попадайтесь в руки недобросовестных людей. Дружите с нормальными, хорошими людьми. Здесь их очень много. Хорошего вам настроения. Приезжайте к нам в Египет. Ну что ж, на сегодня все. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, время и энергию. Все координаты под видео. Пишите, и да будет вам счастье!